Друзья, всем привет! Буквально через несколько дней после того, как мы обработали нашим средством эту орхидею, она выпустила корни. Посмотрите, какая прелесть! Вот такой вот, с одной стороны корешок, вот здесь вот корешок, и с другой стороны у нее лезет новый корешок. И вот такая вот история с листиком, с новеньким листиком. То, что желтый листок, это ничего страшного. Когда мы обрабатывали эту орхидеечку, этот желтый листочек у нее здесь желтел, потому что снизу у нас есть под этим листиком старый цветонос. Видео, собственно говоря, не про это, а про то, как средство, которым мы с вами 12 дней назад обработали эту орхидею, заставило выманить корни у этой орхидеи. Но те, кто смотрит наш постоянно канал, те уже знают, в чем секрет. Это наш уже знаменитый на весь мир энерджайзер, цукцинат аммония, или по-другому аммонийная соль янтарной кислоты, которую мы применяем на наших орхидеях, который является таким своеобразным средством, стимулирующим, точнее не стимулирующим, а ускоряющим и улучшающим обмен веществ в орхидее. То есть такой своеобразный энерджайзер, энергетическое средство, заставляющее орхидею улучшать, ускорять и по всем фронтам работать фотосинтезу. Это, друзья, одна из наших южных орхидей, которая была у нас в тепловом ударе. Но речь, собственно говоря, не про эту орхидею, а про то, я сейчас вставлю кадры, которые мы снимали видео 12 дней назад. Сегодня у нас 25 сентября, а 13 сентября мы обработали вот эту орхидею, у которой не было вот этих вот корешочков. Абсолютно ничего не было. Она у нас немножечко такая, листик даже был жмякнутый. Вот, мы ее обработали энерджайзером. Вот посмотрите. И вот спустя буквально 12 дней вот такой вот у нас получился результат. Но, друзья, видео не про эту орхидею, а про то, как мы будем вместе с вами сегодня продолжать процедуры с нашими орхидеями, которые магазин Орхидейка прислал нам на наращивание корневой системы. Буквально пару дней назад мы с вами зачищали вторично, делали вторую обработку, зачистку нашему биглипу без корней. Это желтый шоколад биглип. И оставили на денек-другой подсыхать Максим, чтобы дальше продолжить процедуры. И вот сегодня мы дальше продолжаем процедуры. Будем вместе с вами вот эти две орхидеечки, вот так они выглядят, все с ними хорошо. Мы будем их стимулировать. Будем нашим любимым средством, энергетическим энерджайзером, ускорять обмен веществ и давать им такой энергетический пинок, чтобы росли корни, чтобы стимулировался рост новых листочков. В общем, придавать им, скажем, такой волшебный пинок. Так, друзья, ну вот, еще раз посмотрим на нашу красотку, на нашу орхидею. Каких она результатов буквально прям через 2-3, там, я не знаю, 4 дня достигла после того, как мы ее обработали этим средством, энерджайзером. Видите, у нас вылезли листочки. Это сейчас уже на 12-й день, да, мы снимаем. То есть вот такая вот история на 12-й день. Ну, понятно, что они не за сегодняшний день появились. То есть буквально на 3-й, наверное, день проклюнулись вот этот корешок. Листочек проклюнулся, вот этот вот. Вот этот вот корешок проклюнулся. И вот за 12 дней вот сейчас они вот так вот наросли. Ну и, собственно, сама орхидея себя чувствует очень даже неплохо. То есть вот он, листик восстановился. Палочку я эту, друзья, держу для того, чтобы, он облокачивался. Но сейчас она уже по большому счету и не нужна. Орхидея прекрасно уже и без этой палочки справляется. Так, давайте я уберу в стороночку эту орхидею. И
мы с вами займемся, значит, стимуляцией и приданию волшебным пинком нашим орхидеям ускорения. У нас есть плейлист на канале про наши вот эти вот орхидеи, взрослые орхидеи наращивания корней. Ссылку я оставлю в верхнем правом углу. Можно перейти и все видео посмотреть. Что мы с ними, с этими 3 орхидеями делаем. Вот сегодня мы им придадим очередную процедуру, проделаем для ускорения роста. Возьмем воду. Вода у нас теплая. Я вам сейчас покажу температуру, которая у меня здесь в комнате. Вот видите, где-то 24-25 градусов. И какой воды? Воду я набрал теплую. Когда мы обрабатывали ту орхидею, которую я сейчас вам показал, корни, я не помню, говорил я вам про температуру воды или нет. Вода должна быть теплая. Выше 30 градусов, но не более 38, то есть вот 38, друзья, 36, 38 это прям вот максимальная температура. Желательно, чтобы была где-то около 35, потому что это самая хорошая температура, при которой у орхидей при опрыскивании такой вот, скажем, теплой водой раскрываются устьица на нижней части листьев. Вот здесь вот, и в этот момент орхидея затягивает то, чем ее обрызгивают. Ну вот у нас здесь 30, где-то около 35, видите, температура. Вот в такую температуру воды я сейчас добавлю 1,5, как и в кадрах видео в прошлом, как мы обрабатывали нашу южную орхидею, которая нарастила корешки. Добавлю, значит, 1,5 миллилитра янтарной кислоты. Можно такой, можно такой. Я уже показывал, у нас есть отдельный плейлист на канале, который тоже называется янтарная кислота. Для орхидей можно все там найти про янтарную кислоту. Так, ну что, я набираю 1,5 миллилитра. 1,5 миллилитра на пол-литра теплой воды. Вот, пожалуйста. Набрали мы. Так, не буду я затягивать видео. Я просто в сторонку сейчас все уберу. И потом продолжим. Значит, и возьму 2 миллилитра нашатырного спирта. Все точно так же, как и мы делали 10% с нашей с вами южной орхидеей. Да, вот так вот. И выливаем. Вот так сюда. Все. Размешиваем. Тоже в сторонку быстренько все убираю, чтобы не затягивать видео. И теперь я в наш опрыскиватель все это дело я выливаю. Как раз опрыскиватель у нас на пол-литра. Вот так вот. Хоп. За моей спиной, за дверью ходит Мася. Вот, собака моя. Так, ну все. Теперь мы их опрыскиваем, наши орхидеечки. Так, сделаем мы это все вот таким макаром. Я беру орхидею, вниз листьями возьму ее, вот так вот так. И чтобы у нас наша жидкость никуда в сторону не попадала, она будет стекать. Я вот ее орхидею обработаю вот этим вот именно с обратной стороны, вот здесь вот так вот. Все точно так же, как мы это делали с нашей южной орхидеей, которая нарастила корни. Вот так вот прям все. А остатками уже я опрыскаю
останется вот в этом флакончике наш энергетический напиток для орхидеи, я его им опрыскаю, ну, другие, скажем, орхидеи. Вот, так, вторая. Вот, вторая. Тоже я. Это у нас орхидея Монпелье. Монпелье, бабочка. Вот. Когда они просохнут, я их... Я орхидеи эти, друзья, поставлю обратно в кашпо. Вот так вот. Сейчас я камеру, чтобы вам видно было. Вот так. Вот. Один. Второй лист. Теплой водой устьица должны открываться при попадании теплой воды. Именно поэтому хороший эффект оказывают теплые души, друзья. Да, теплые души. Так. Когда орхидеечки обрабатывают. Но это, знаете, хорошо, когда орхидеи там несколько, ну, десяток, другой. То заниматься обработкой их под теплый душ, таскать проблем не составляет. Но когда у вас сотня другая орхидей, то, конечно, это уже проблемы. И приходится выдумывать какие-то другие способы ухода за орхидеями. Так, ну и сейчас я обработаю нашу орхидеюшку, которую мы с вами спасали от гнили и обрабатывали Максимом. Я буду аккуратно ее обрабатывать так, чтобы раствор не попадал на Максим, и потом этот Максим у нас не стекал и, собственно говоря, не жег орхидею. Да, так, я вот просто листики вот так вот один, второй. Желательно все это делать, опрыскивать листики, друзья, с утра, как я, собственно говоря, сейчас и делаю. У нас еще не расцвело время, сейчас буквально раннее утро, солнце еще не встало. Вот, и до обеда уже все это дело просохнет. Вот, то есть орхидеечки втянут все это дело. Все, вот такая вот, друзья, процедура с нашими тремя орхидейками. У них плейлист отдельный есть, который называется «Взрослые орхидеи. Наращивание орхидей». Наращивание корней орхидей, бабочка Монпелье и биглипы желтый шоколад. Вот прям так называется этот плейлист. Ссылка на него в верхнем правом углу. Можно пройти, посмотреть. И, собственно говоря, все видео туда у нас укладываются. А про наши южные орхидеи тоже у нас отдельный свой плейлист имеется, который так и называется «Орхидеи с юга». Там тоже у них своя история, тоже можно в плейлисты зайти, посмотреть их историю и как мы их откачиваем от теплового удара, вот, который тоже был по большому счету там 1,5 месяца назад с этими орхидеями. Вот, ну и, собственно говоря, что и как мы делаем. Они уже пошли в рост. Я думаю, что еще пару недель, и все, можно будет эту орхидею у нас разыгрывать на канале в очередном розыгрыше орхидей. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.